coconut tree from coconut, so palma. This is so beautiful here. It's like those fisherman villages which stand on the water, but it's not like that here. It's just a small bridge, and this is a part of the shoreline, and there is a uplift now, so the water get out. And generally in Гоа есть ощущение, что мы наконец-то на отдыхе, потому что вся остальная Индия сейчас была не очень отдыхательная. Ну, даже на Випассане все-таки приходилось соблюдать режим, ну и все равно не ощущалось такого отдыхающего настроения. А сейчас прикольно, потому что действительно курорт, лежачки всякие, вечером играет музыка, ну достаточно приятно. Это было очень плохо. И вообще море, светит солнце, очень приятно. Very nice. C'est vraiment un bon truc le Goa. J'ai l'impression d'être en vacances ici. Il y a le soleil, le brille. C'est pas la Turquie où il y a beaucoup de touristes. Pourtant, ici, parce que c'est pas la saison maintenant, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais quand même, il y a les personnes qui vendent des différents trucs dans la plage. Il vous approche, il vous dit que est-ce que vous voulez acheter, je sais pas, le chemise, les autres trucs différents. Et ça s'embête un petit peu si tu es touriste, tu es dans ton chaise longue, tu bois ton café et après chaque 5 minutes il y a la personne qui t'approche qui dit ah bonjour, comment ça va, voulez-vous ces jolis bracelets? Ah non d'accord. Est-ce que vous laissez le petit truc, la chemise? Ah non d'accord. Est-ce que vous laissez ça? Ça c'est un peu énervant. Pourtant les autres choses c'est magnifique et c'est pas du tout cher ici. Tous les plats avec le prix vraiment minuscule, pour 3 à 4 euros tu peux manger et pour 1-2 euros tu peux boire le café. Ça c'est génial. Ну а еще помимо плавания, помимо определения рачков, рачосиусов и всяких там поедания кокосов, в Индии, ну и в особенности на Гоа, поскольку это такая все-таки, ну здесь есть часть природы, мало города, много джунглей, вы можете определять птиц. Потому что действительно Индия это очень прикольная страна с очень большой биодиверситой, где есть разные птицы, разные животные. Например, вчера мы видели белоголового орла. А обычные орлы здесь повсеместно, словно голуби. Они живут в городах. Я не знаю, чем они питаются, чапатями, или голубями, или воробьями, или дохлыми собаками, или туристами, или мусором, но их очень много. И это очень любопытно, когда в Эстонии ты такой, о, посмотрите, это же редкий орел орелиус, коричневого цвета, а здесь такой идешь по Индии, о, орел, о, еще 25 орлов летают, кружат. Любопытно. Очень много маленьких птичек, очень много разных животных. Индия была бы крутой страной, может, лет через 50 с неплохим руководством, если бы они разобрались с перенаселением и некоторым загрязнением. Было бы очень круто, на самом деле. Прям большой потенциал, большой потенциал. Единственный минус то, что у тебя постоянно во рту куча песка, потому что все время бьют волны, и если ты в них плаваешь, тоже ил вздымается на поверхность. И, в общем-то, песочек у тебя везде, он тут такой мелкий. В частности, он тоже очень любит залезать в карманы, в аппаратуру и во всякие остальные места. Так что... Наша жизнь похожа на тетрис. Разгребаешь блоки и хаотичность системы, а в итоге весь этот муторный скепсис никуда не уходит, а лишь множит пробелы. Я устал так жить, хотя я еще молод. Такая жизнь, словно вычурный омут. Пойдешь налево, получишь по темени. Пойдешь направо, и душа пропала.
готовой продукции сырья. Ну а что вы хотели? Такие времена. Наработать в офисе не так уж плохо, даже перспективно и очень модно. Только жизнь твоя проходит по обочине, страдаешь хернёй, и смена окончена. А какие-то позеры получают прибавки, женятся к тому же досученной степенью, в охапку познают бытие, которое учили, словно зомби, которых недозамочили. Ходят, бродят, создают коалиции, лицедею самодурок тебе не судить лих. Но если человек стал на развилке, должен ли он выбрать путь по верной тропинке? Ну а ты словно будто ты знаешь дорогу, должен ли помочь ему ты или уйти с порога? Мне это все осточертело слишком много, мне немало дела. Правда, субъективно все твердят они, а объективность это бред и пережиток прошлого. Какие же они объективно дотошные. Любая песнь лишь отражение времени, личностных полос и бремени. Любое слово изначально пустое, как и ваша личная концепция мира обустроя. И нигде нет никакой истины, все изначально истина, остальное придатки. Играешь в прятки с бытием, а оно пустое, и оно бессмысленно, и пустое, и бессмысленно. Ну ты придурок. And so if you're on Goa and you're like bored and have nothing to do, so here is 5 ideas what you can do on the Goa. First, you can meet the dogs. Second, you can write funny phrases on the sand. Third, you can make Japanese drawings on the sand. Fourth, you can swim. Fifth, you can play the guitar. Fifth and a half, you can exist.
Это наши соседи. Вот так всегда. Приехали на отдых, а им лишь бы нажраться. О, пиво. Вот же ж. Сладкое молоко с кофе. Милкшейк просили. Кайфово то, что цены очень дешевые. И в принципе, даже если тебе не понравился напиточек, можно его вылить на пол и взять другой, потому что цены позволительные. Всего лишь где-то 2 евро за напиточек. Евро 50. Евро 50, 2. Это очень прилично. Теперь сейчас отведаем то, что принесли мне. Значит, я взял соду с лимоном. Однако, есть небольшая пометочка, потому что меня спросили, соду с лимоном сладкую или соленую. В Индии есть такой прикол, что есть соленые напиточки, соленые конфеты. И это для меня, конечно, не очень камильфо. Я сказал просто соду с водичкой. Carbonated water avec citron, s'il vous plaît. Так что посмотрим, что мне принесли. Обычно индусы не понимают такого запроса и скорее мне рандомно подсыпали что-то. Ладно, он меня понял. Респект. Так что покупайте напиточки именно в этом баре, который называется... Если вам видно, то там написано Коля кафе. И мы, значит, на Гоа all the time was drinking coffee in a Cola cafe. Cola cafe is very nice cafe. We don't know who is Cola, but we think he is good guy. Maybe not. But the prices are nice. The food are also nice. And yes. And this is our last day on the Goa. It's a little bit sad to leaving. But what we can do, the life is continuing. And maybe in Sri Lanka we'll be also on the beach and the same conditions. And now we're going in the Bangalore. yes, in the Bangalore, somewhere, we don't know where exactly. In the middle of south part of India. Yes, but still we're going to the new adventures. And here was a nice place to rest from the trip, to be just a tourist on the beach, drinking coffee and doing nothing with ourselves. There's no other people who are saying us what to do and taking our volunté. So we'll see what's happened next. Барабан. Let's go. Почему твой рюкзак такой огромный, Катя? Потому что там барабан, который ты купил. Мы приобрели барабан за 15 евро. Барабан хороший, настоящий. Да, но я думаю, что 15 евро немножко дороговато за этот барабан, конечно, но Продадим его в Европе за 50. как И- какой-то белорус уже делает. Как кто-то уже делал. И сейчас мы опоздали на автобус, который отходит отсюда. Нам нужно добраться до другой деревеньки, откуда у нас другой автобус. Поэтому мы сейчас постараемся захичхайкить, заавтостопить либо машину, Либо другой какой-нибудь автобус. либо другой транспорт, либо автобус. Так что посмотрим, насколько это сработает. Один раз мы уже заавтостопили здесь, представляете себе. Вот, так что это возможно. Будем стараться. So we hitchhiked the bus. We tried to hitchhike, but no one stopped. Like 3 or 4 cars just passed the way, and there was a bus.